Халява, пацаны, доступная халява. После того, как я привлек ваше внимание, думаю, можно начинать. До выхода eFootball 2027 остается уже всего ничего. Уже в это воскресенье мы получим первые новости по предстоящей 27-й части, тогда как в самой игре стартует новая кампания, которая как раз таки и продлится вплоть до релиза eFootball 2027 в середине августа. И наконец-таки эпическая халява возвращается. Причем возвращаются не просто эпики на халяву, но еще и селективный контракт, а именно гарантированный выбор. Всех сегодня приветствую. Давайте ознакомимся с новым контентом, который успел появиться в eFootball сегодня, в четверг, что мы получим и что стоит ожидать в ближайшее время. Лето в самом разгаре, а разрабы будто сговорились оставить тебя без сна. Обновления, свежие бантлы, батл-пассы, крутки и ивенты появились буквально везде, и eFootball не исключение. Надо успеть все везде и сразу, а времени до конца лета все меньше. И тут на помощь приходит лучший из лучших. PlayRock позаботился о том, чтобы игры приносили удовольствие без спешки. Тысячи товаров из разных категорий, монеты для eFootball, ключи, донат, игровая валюта, пополнение Steam, подписки и телеграммовские звезды по самым выгодным ценам. Именно здесь ты можешь просто, быстро и безопасно приобрести монеты для eFootball и получить удовольствие, играя сутками напролет. Еще не поздно провести это лето с пользой и максимально прокачаться в любимых играх. Так что переходи по ссылке в описании, пользуйся моим промокодом для пополнения Steam без комиссии и помни, если выгоднее, значит PlayRock. Стоит начать с того, что мы получили новый пак по чемпионату мира. Несмотря на то, что мундиаль закончился, контент по нему все-таки продолжает появляться в игре и, скорее всего, появится в недалеком будущем. Во всяком случае, сегодня мы получили пак с двумя нападающими и одним центрбэком. Очередная карточка Харри Кейна, снова Шоутайм, который недалеко ушел от своей предыдущей карточки. Но, знаете, в целом лезть за Харри Кейном, причем в пак на 150 игроков, но это нужно быть прям максимальным лояльным фанатом. И в сухом остатке получается, что если и засматриваться на этот пак, то, конечно же, ради бигтаймовского Эрлинга Холланда, который даже без норвежского буста смотрится, в принципе, вкусно, ну и Кристиан Ромеро. Несмотря на то, что его карточку раздавали буквально-таки в предыдущей кампании, в предыдущей халявной раздаче, очевидно, что эта версия на несколько голов сильнее. Ну а с другой же стороны, как будто бы вот всю эту кампанию с прошедшим чемпионатом мира преследует одна и та же проблема. Какая-то вот невзрачность. И даже глядя на такой пак, не возникает желания его крутить. Не знаю, может быть это только у меня. Если вы испытываете нечто подобное или наоборот противоположное, то напишите в комментариях. Ну и центральная тема сегодняшнего оперативного обновления — это, конечно же, халява. Новая кампания в честь eFootball Festival. Она непосредственно отсылается к мероприятию, которое пройдет в Бангкоке. Мы его обсуждали в одном из роликов. Помимо праздника электронного футбола, новостей по eFootball 2027, все это также сопровождается и как раз таки эпической халявой. И что самое главное, впервые за последние несколько прошедших кампаний, даже, наверное, за полгода, Konami наконец-таки вернули селективный контракт, потому что последние раздачи были по большей части именно что на рандоме. Целых 11 эпиков, метовые модельки, и кампания растянута вплоть до середины августа. Причем из 11 эпиков, двое из них все еще остаются под шлейфом этакой секретности. Пока что нам не раскрывают, кто же это. Но мы, в принципе, с вами, ребята, смышленные, и с момента самого оперативного обновления успело появиться множество догадок, кто же это на самом деле. И самый очевидный кандидат на одну из двух позиций — это, конечно же, Рио Фердинанд. Несмотря на то, что Konami вроде как пытаются его скрывать, держат некоторую таинственность, все-таки по вводным, которые есть в отношении Фердинанда, в принципе, его выдают с головой. Во-первых, это намного более скромные цифры, нежели у его донатной версии при аналогичном количестве уровней, ну и наличие только одного донатного навыка, тогда как даже у первой карты было уже 2 навыка. Тогда как со вторым эпиком, которого все еще скрывают, ситуация поинтереснее, потому что помимо тех, кого Konami сами
сами продемонстрировали, и помимо Рио Фердинанда, других эпических игроков в базе данных не появилось. А поэтому, как мне кажется, с высокой долей вероятности, это может быть самый что ни на есть новый легендарный игрок, об объявлении которого Konami как раз таки также упоминали на мероприятии в Бангкоке. Я все еще сомневаюсь, что это может быть Уэйн Руни, потому что в противном случае его так же, как и Рио Фердинанда, могли заранее добавить в базу данных, и поэтому появление нового игрока мне кажется более вероятным. Учитывая, что в файлах игры засветился тот же самый Диего Коста, которого мы ожидали во время чемпионата мира, но кто знает, возможно, именно его Konami объявит в качестве новой легенды в это воскресенье. В общем, будем посмотреть. Подбор игроков, представленный Konami, на первый взгляд может показаться скучным, неоднозначным, но в то же время есть очевидные кандидаты, на которых большинство положит глаз и по поводу которых будет прям ожесточенная дискуссия в различных чатах. Потому что помимо приевшихся Массара, Поулов Скоузов, Синджи Она и других подобных ребят, нам также выдают новую версию Райкарда, как раз таки ранее упомянутого Рио Фердинанда, несмотря на то, что по скорости он поскромнее своей донатной версии. Дэвид Симон, который в начале eFootball 2025 был, по-моему, у каждого фри-то-плейного аккаунта. Ну и, конечно же, Марко Ройс. Наш любимый Марко Ройс. Та самая долгожданная возможность опробовать его модельку спустя 1,5 года с момента его дебюта в eFootball. Поэтому, мне кажется, подбор более чем неплохой. Ну а что думаете вы? Отпишите в комментариях. На понедельник Konami, казалось бы, снова не добавили ничего толкового, ни бигтаймов, ни шоу-таймов, ни даже эпиков. Но, судя по всему, они придумали гениальнейший вариант, как можно скрывать игроков вплоть до самого понедельника. Потому что точно так же, как и в прошлый раз, в случае с прошлым понедельником, Konami добавили множество фейковых игроков. На том же самом eFootball Hub появился новый пак под названием Дами, там множество карточек, которые, скорее всего, в понедельник приобретут слегка иной вид с очередным оперативным обновлением. То есть ячейки игроков добавили, и уже в понедельник вместо вот фейковых карточек, фейковых игроков, которые появились в базе данных, будут уже реальные фамилии и реальные футболисты. И вполне возможно, что Konami продолжит свою линию с лучшими игроками чемпионата мира, потому что, понятное дело, нынешних паков по итогам Мундиаля как будто бы все еще маловато. Поэтому ждем бигтаймовского Месси, Мбаппе, я не знаю, и кого-нибудь еще.